Представь, что ты умерла. Весь мир вообще выстроен как ловушка, и вообще весь астральный план выстроен как ловушка только для того, чтобы нас здесь держать и выкачивать из нас силы и энергию. Но среди эзотериков много звездных душ, они прямо теряют на каком-то этапе свою звездную идентичность, да, забывают себя, впадают в карму, нарабатывают карму. Ты контактировал лично, напрямую с другими цивилизациями? Да. Когда мы это поняли, я скажу честно, я не поверил. Я не поверил, что это вот так. Я перепроверял раз 50, наверное. Никогда в жизни не перепроверял столько всего. Это реально прямой контакт с Андромедой, без всяких посредников. Но он очень физически тяжелый. И меня прям так прошарашил. Было ощущение разрядов. Прям вот разрядов, знаешь, в астральном теле, прям разрядов электрических. Много прям энергетических цивилизаций, которые условно рисуют звуком. Такое там прям везде. И световые, и какие-то волновые. Есть определенные коды, технические ходы, да, как из нашего мира переходить на другие планеты, в другие цивилизации. Вот это мы еще никогда ни с кем не разбирались. Сегодня будет абсолютнейший эксклюзив. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас интереснейшая тема — это жизнь после смерти и другие цивилизации. А именно мы сегодня поговорим о том, как устроено посмертие, можем ли мы выбраться из нашего посмертия, можем ли мы переродиться после Земли где-то в другом месте, можем ли мы вообще отсюда выйти, или наш мир — это тюрьма, как многие говорят, что там вообще на этих других планетах, можем ли мы родиться на других планетах и как это сделать, закрытые планеты, что там вообще происходит, ходы-выходы между ними, полностью умершие планеты, разрушенные, которые Данила видел неоднократно. Поговорим также о наших любимых плеядианцах, сирианцах там и так далее, да, кого все ченнелят, про тело света, кстати, тоже поговорим, куда же на самом деле попадают люди, которые реализуют тело света или радужное тело, и какие-то еще секретные темы наверняка развернем, так что обязательно смотрите до конца. В общем, очень-очень будет сегодня интересно, вы просили эти темы. Данила Григорьев сегодня нам об этом поведает. Мне как-то в комментариях писали, что типа вот вы там все рассказываете про посмертные миры, возьмите там книжку «Покидая ловушку», что-то в этом духе. Там девушка описывала, что она жила в чистом красивом мире. Там было все прекрасно, там были светлые там всякие эти растения и прочее, прочее. И они услышали сигнал бедствия из земли. И они поняли, что нужно прийти и помочь. И они пришли, спустились на землю, родились здесь, и уже там условно через несколько жизней помощь нужна была ей, чтобы отсюда выбраться. Потому что условно высокие звездные так называемые души, которые приходят сюда, в этот мир, они прямо погружаются в него, теряют на каком-то этапе свою звездную идентичность, да, забывают себя, впадают в карму, нарабатывают карму, и дальше есть. Да, это есть, да. И ты прямо как бы вот здесь, как в ловушке в этом мире. По крайней мере, это ее мнение было. И она там, на самом деле, в своих рассуждениях дошла до взгляда, что, в общем, что здесь весь мир вообще выстроен как ловушка, и вообще весь астральный план выстроен как ловушка только для того, чтобы нас здесь держать и выкачивать из нас силы и энергию. Никогда такого у нас не было, никогда вот таким взглядом мы не приходили. На мой взгляд, это уже ее как бы некая интерпретация личности того, что она увидела. Это, кстати, часто в экстрасенсорике, в видении ты начинаешь реально видеть правду, а потом уже умом начинаешь интерпретировать, немножко докручивать, некие выводы делать. И часто выводы неправильные, а корень там правильный. Это прям реально часто. Расскажи, пожалуйста, пару слов о том вообще, как ты получил всю эту информацию, да, и, скажем так, какое право вообще ты имеешь об этом говорить, да, и чем ты будешь отличаться, например, если будешь, да, от тех, кто вещает что-то другое. Во-первых, хочу поприветствовать тебя и всех уважаемых зрителей. Тема жизни после смерти у нас уже разбиралась бесчисленное количество раз, но вот в срезе других цивилизаций и в срезе той самой побега из ловушки, то есть, да, как бы восприятие мира как некой ловушки, и можно ли отсюда уйти, и вообще можно ли его воспринимать как ловушку. Вот это мы еще никогда ни с кем не разбирались. Сегодня будет абсолютнейший эксклюзив. Я занимаюсь контактом с высшим, я уже 20 с чем-то лет, 12 лет в школе, там куча статей, куча видео, интервью, вообще у нас там буквально новое видео раз в 3 дня выходит. Я занимаюсь только этим. Я никогда больше никуда не ходил, никакими техниками другими не овладевал, поэтому
как бы, ну, это не то, чтобы выделяет меня на фоне всех остальных, как вот ты, да, у меня спросила, но это скорее просто придает мне, по крайней мере, в моих глазах, некую легитимность на то, чтобы вот именно с эту технику и информацию, вытащенную именно техникой захода на высшее я, делиться ею со зрителями. Придает ли это легитимности мне в глазах зрителей? Напишите в комментариях. Ты контактировал лично, напрямую с другими цивилизациями? Да. Как? Расскажи, пожалуйста. Я не то, что технологию, конечно, прошу, но какие-то приоткрой завесы. Высшее я — это мы и есть, это наша вечная бесконечная часть там, и она многомерная. И контакт с высшим я, он может быть либо с помощью ченнелинга, то есть как бы ты ченнелишь свое высшее я, либо ты напрямую заходишь на высшее я через медитацию, например, трансцендентного разотождествления. Это то, чем занималась випассана, то, чем занимается, в принципе, дзогчен, дзен-буддизм, буддизм, индуизм. Вообще практически все, они плюс-минус об одном. То есть они называют разными словами, да, но это об одном. О том же самом, вечном и бесконечном, и о том, как прикоснуться к своему собственному вечному и бесконечному. И если ты прикасаешься к этому вечному и бесконечному, на каком-то уровне ты можешь начать общаться с инопланетянами, на каком-то уровне ты можешь уже прикоснуться к абсолюту. Но это прям техника, ей нужно прям заниматься, ее нужно прям осваивать, там есть промежуточные этапы, там есть всякие там критерии захода, да, на высшее я в том числе. То есть критерии тоже, что это не вранье условно, не твой ум не какой-то, твой ум, не какая-то вот эта вся сущность. история, Да. Можно ли, как вообще путешествовать на другие планеты, если это возможно? В посмертном мире или вот здесь, отсюда? А вот ты расскажи, как это возможно? Оба варианта возможны, но очень сильно разные. Понимаешь, в чем дело? Вот представь, что ты умерла. Представь, прям вот умерла, да? Оказалась условно в посмертных мирах. Посмертные миры, вот сколько раз там не я, и студенты мои, там, и коллеги, и прочее, мы кучу исследовали по тему посмертных миров, на эту тему там уже куча видео было, у нас с тобой было совершенно прекрасное видео, опять же, может быть, где-то здесь оно появится. Прям вот представь, ты умерла, у тебя есть ощущение, что это прям, ну, грубо говоря, огромное количество миров, которые выходят за пределы Земли, там, не знаю, там, вот, там, например, там и миры Марса, и миры Венеры, и там и Солнце, и другая галактика, и ты можешь прям так вот умерла, и там, а давай на Солнце слетали, а давай там на Венеру слетали. Чувствуешь? Нету. В этом-то и суть, потому что, вот, кстати, уважаемые зрители, вы тоже сделаете этот мысленный эксперимент. Посмертный мир, он реально закрытый. У тебя наш посмертный мир. У тебя не складывается впечатление, что отсюда даже как будто доступов больше, чем из посмертного мира. Ну, то есть, условно, тут ты можешь, там, не знаю, там, какой-нибудь условно-космический корабль, там, сесть и полететь на Марс. Ну да. Физически ты имеешь в виду? Физически в том числе. Оттуда просто взять и полететь на Марс, как будто бы более сложно. Вот мы в свое время, мы натолкнулись прямо на эту дилемму и стали в нее копать. Это правда, что наш мир, он очень закрытый. Очень закрытый. Это не ловушка, это не прям там специально сделано для того, чтобы хватать сюда светлых душ и выкачивать из них гавах, да, ну как вот ты самый. Нет. Это особенность этого мира. На сегодняшний день, раньше он был гораздо более открытый, но на сегодняшний день это прям чистый такой закрытый эксперимент здесь, в мире, в котором мы живем. Эксперимент? Ну, в какой-то степени, да, потому что я вижу, что это как некий такой даже в какой-то степени эксперимент тех кураторов, которые сейчас управляют нашей планетой. Давайте мы ее закроем и посмотрим, ну, как бы, как можно будет получать, нарабатывать там всевозможный опыт в этом мире. То есть другие миры, условно, другие планеты, их астрал и посмертный мир не закрытые? Не везде бывают и даже более закрытые, чем у нас, но во многих мирах он открытый. Ну, более открытый. Он как минимум совмещает в себя, там, не знаю, там, группу планет, группу цивилизаций. А у нас прям он закрытый. И ты вот, чтобы в посмертии взять и выйти отсюда за пределы, ну, вот как вот ты мне сама сейчас и переродиться. сказала. То есть, грубо говоря, умер на Земле здесь, переродился в другом где-нибудь в другом. Да даже не переродиться, даже просто отправиться, знаешь, типа вот в путешествие. Как бы вот ты умер, а давайте, ребят, на Венеру слетаем, посмотрим, как там живут люди. Вот как будто нет, ты прям в стенку утыкаешься. И это правда, мы действительно утыкаемся в стенку. Тем не менее, есть определенные, так сказать, ходы отсюда, технические ходы, да, как из нашего мира переходить на другие планеты, в другие цивилизации. Есть. И, собственно, я написал целый цикл, как я жил после смерти. И там прям отдельные, прям 2 или 3 главы были посвящены как раз вот теме ухода в другие миры, в посмертии. Определенная группа душ, у которых есть как бы коды
коды, и которые по долгу своей службы выездные, знаешь, как это, как в Советском Союзе, да, то ты можешь выехать. Ты имеешь в виду, давай больше приземлять для людей, кто, возможно, вообще первый раз нас смотрит. То есть ты имеешь в виду, что человек в посмертии, душа, да, вот, тело оставило здесь, да, в посмертии, где мы целую жизнь проживаем, которая гораздо больше, чем наша, это мы отдельное видео снимали, обязательно посмотрите. В это время есть те души, которые могут условно поехать, да, посмотреть, как там дела на их планете. Есть те души, которые не могут, правильно? И даже не обязательно на их планете, просто на другой планете, на любой. То есть из серии там вот я умер, да, и я хочу, например, там переместиться, на Венеру, на Марс, на еще какие-то. В следующую жизнь имеется в виду? Да, даже просто в посмертии. Даже просто в посмертии, не обязательно в следующую жизнь, просто в посмертии. То есть вот ты умер, и ты хочешь условно переместиться из посмертных миров Земли на какой-то иной пласт. Видишь, в чем фишка-то, да? Посмертные миры, они привязаны к планете. Это да. Они привязаны к планете, мы уже с тобой про это говорили. И вот даже просто по собственному желанию, вот типа я умер, интересно, а как там на Марсе? Всю жизнь хотел увидеть. А вот просто так, как бы в некую, знаешь, иллюзию Марса, да, ты можешь отправиться, тебе там нарисуют в астрале Марс, походишь, посмотришь, и, скорее всего, кто-то в комментариях уже пишет, да я там был на Марсе, но если ты присмотришься к энергии этого Марса, от него очень сильно веет астралом земным, потому что у земного астрала своя подпись, свой почерк. Очень часто тебе могут смоделировать другую планету, смоделировать там астральный план, например, Марса и прочее, да, ты там будешь, но это не настоящий Марс. А вот чтобы по-настоящему прям выйти за пределы астрального плана Земли и оказаться на Марсе, например, на астральном плане Марса, в посмертии, это еще не в следующей жизни, а в посмертии, хотя бы просто на экскурсию. Должны быть ходы, должны быть коды, тебя должны выпустить, грубо говоря. Ну хорошо, смотри, вот, например, этот вопрос, насколько я понимаю, волнует много тех самых звездных душ, условных, там, про возвращение обратно про возвращение домой, да, то есть тогда... Не на Марс, а на Плеяды, на какие-нибудь, да, там, на неважно, Сириус, да, тоже куда-нибудь. поговорим сегодня, различные, да, какие-то другие миры, откуда пришли эти души, да, например, продолжит хотеть вернуться домой после этой жизни тоже. После этой жизни. Да, это возможно. Понимаешь, в чем дело? Это возможно, но, опять же, с позиции личности личность хочет, но с позиции более высоких структур ведь принимает решение прийти на планету не текущая личность, а более высокая структура. И даже вот взять пример той вот девушки, которая описывала, что вот там я жила в другом мире, даже если это реально был другой мир, а не какой-то астральный мирок Земли, и она просто вспомнила именно эту жизнь, где она жила в астральном мире Земли, да, даже если это был совершенно другой мир, хорошо, не вопрос, но, опять же, она там, будучи личностью, там увидела, что ее зовут на планету Земля. Она сюда пришла, да. Но на самом деле, если подняться выше, на уровень ее сверхличности, либо высшего я, именно высшее я приняло решение прийти на Землю. И именно высшее я принимает решение, уходить с Земли или нет. Поэтому очень часто я слышу там, знаешь, из серии, типа, там, это жизнь моя последняя, я никогда больше не вернусь на эту планету, я прекращаю перерождаться, я умру, и я прям вот скажу им там всем, типа, все, типа, баста, не пойду я больше на Землю, до свидания, ребята. Но я прекрасно вижу, что большинство, 99% этих ребят придут еще раз, потому что, умирая, ты прикасаешься к высшему я. Ты начинаешь все равно прикасаться чуть-чуть к высшему я, хотя бы чуть-чуть. Высшее я, оно очень многомерно, но самые первые слои там у тебя уже меняется восприятие, и ты уже начинаешь видеть совершенно по-другому. Вот, поэтому, если коротко, души, которые пришли на нашу планету Земля, они пришли по собственной воле, их сюда никто не загонял. Вообще высшее я загнать куда-то, знаешь, типа это там, меня там обманули, высшее я обманули, высшее я не могут обмануть. Это как, это очень высокая перспектива, которая видит сильно вперед и назад, и вообще во все стороны. Вот, если уж мы оказались на этой планете, и звездные души оказались на этой планете, значит, высшему я, их высшему я это было нужно. Чаще всего, знаешь, для чего? Для того, чтобы работать во благо Великого Перехода, который уже много веков движется, и во многом он движется из-за того, что эти самые звездные души, звездные семена, starseeds, да, в англоязычной эзотерике, они приносят сюда коды новые, звездные коды, высокие коды, которые как раз и способствуют тому самому великому переходу. Блин, ну видишь, этот великий переход тоже настолько много
искаженной информации на эту тему, что оно уже тоже звучит, ты сейчас так сказала, так, ну, блин. Опять великий, Ну да? да, Опять знаешь, то есть переход. оно там очень рядом, вот те люди, которые это транслируют, оно там очень рядом, что мир-ловушка, что великий переход, оно там где-то вот одного Так, поля ягоды, понятно, понимаешь? понятно, Да, то есть да, не да. хотелось бы, я знаю, что твоя информация довольно чистая, да, и не хотелось бы мешать вот то, что там про великий Но великий переход. переход, он на самом деле и идет, это Что ты видно. подразумеваешь под Великий этим? переход – это изменение вибраций планеты Земля. Они становятся чище, они становятся выше, они становятся гармоничнее. Хотя вот вроде как, типа, ты выходишь на улицу, там какие-то войны, постоянный конфликт. Мой любимый пример. Ты подходишь к средневековому крестьянину и говоришь ему, знаешь, что там с твоим внутренним ребенком, расскажи мне, как там твоя внутренняя ценность, культивируешь ты свою внутреннюю ценность или не культивируешь, но он тебе или лопатой по голове даст, ну или сразу это на костер отправит и прилюдно сожгут, да еще все будут улюлюкать и смотреть, как с тебя медленно, значит, это мясо с костей сползает. Ну, то есть... У тебя такое настроение сегодня, да? Нет, ну это правда. Это правда, Я понимаешь? уже вижу этот трейлер на фоне этих цветов, с тебя сползает мясо. Наш мир тюрьма. Наш мир тюрьма. Поэтому мы очень сильно изменились как цивилизация. Мы стали гораздо этичнее, мы стали гораздо мудрее, мы стали гораздо чище, осознаннее. Да, у нас просто глобальный мир, у нас огромное количество оружия и огромное количество населения по сравнению с теми же средними веками. Тем не менее, все равно мы движемся вверх. И это, кстати, доказывается и практиками, потому что на сегодняшний день практики многие делаются легче, намного легче, чем, например, 100 лет назад. Взять мою школу высшего я. Ко мне ребята приходили в 2016 году, в 2017 году. Вот у меня там отзывы в группе в моей, да, копятся аж с 2016 года, вот 10 лет назад. В 2016 году я помню, насколько было сложнее выходить на высшее. Всем. Мы занимались год, и результаты были, как сейчас там... Ко мне многие сейчас приходят с теми результатами, которые были у ребят через год обучения в 2016 году. То есть на сегодняшний день намного проще. Все практики стало делать намного проще, потому что мир становится чище, выше. Вот тот самый великий переход от более плотных энергий, от более плотного мира к более такому, более гибкому миру. Этот переход будет идти еще лет 200 на самом деле. Поэтому вот эта вот тема великого перехода, она началась-то объективно в эпоху Возрождения. Вот в период средних веков мы прям сильно скатились вниз, в эпоху Возрождения мы стали подниматься наверх, и вот с эпохи Возрождения еще лет 300 вперед так этот великий переход и будет идти. Но он просто в последний век, после Второй мировой войны, он прям скачкообразно стал вперед нестись. Хорошо, давай вернемся тогда к нашему закрытому миру. То есть, так получается, что действительно все закрыто, с посмертия не выйти. На сегодняшний день нет. Вернее, смотри, раньше, в средние века, опять же, не зря мы с тобой говорили, было прям совсем закрыто. На сегодняшний день проще выйти, проще. Больше ходов, опять же, больше тех самых звездных душ сюда приходят. Появилась возможность ченнелить, в конце концов. Раньше не было ченнелинга. Вспомни, ченнелинг появился вообще... Один из самых первых ченнелингов — это Джейн Робертс, книга Сета. Это 70-е годы прошлого века, то есть это 50 лет назад. До этого не было, до этого было автоматическое письмо, но и то оно так было 50 на 50. Прям вот полноценный ченнелинг с сущностью, прям в трансе. То есть стали люди добивать до верха, да, я имею в виду сущности в хорошем смысле слова, а не в плане каких-то там демонов, да, вот, стали добивать 50 лет. И на сегодняшний... И ведь, кстати, если взять индуизм, я сейчас немножко отойду в сторону, по всем техникам индуизма ты же как делаешь? Ты вначале нарабатываешь тело, ты нарабатываешь, свою земную оболочку здесь, ты делаешь всякие там мантры, янтры, дыхательные практики, прочее. Там мантры, боевое искусство, тоже там много. То есть ты отсюда, ты именно из физики потихонечку поднимаешься вверх, а на сегодняшний день стал доступен и другой путь, ты можешь подняться наверх очень высоко, а потом потихонечку стяжать это вот верхний свет вот сюда в тело, это обратный процесс через верх. Раньше такого не было. Хорошо, и если все закрыто, как ты говоришь, каким образом ты тогда куда-то там путешествовал, смотрел эти миры, еще и контактировал с кем-то? Смотри, давай так, контакты мы вынесем на попозже, отдельные темы на Самое интересное на попозже. Давай начнем с путешествий. Настоящие путешествия, вот не астральные проекции, а настоящие путешествия в другие планеты. Возможно, если у тебя есть определенные коды, то есть, грубо говоря, если ты
по виду своей деятельности в посмертии как-то связан с другими планетами. У меня просто кучу жизней. Как бы это сейчас шизофренично бы не выглядело для наших уважаемых зрителей, но я помню прям много своих прошлых жизней. Они были во многом связаны с исследованиями. С исследованиями иных каких-то там... И будучи на других планетах, у меня, во-первых, сильный инопланетный бэкграунд, назовем это так, но он уже многовековой. Я не звездный там дух в том плане, что я не пришел сюда там условно там 2-3 жизни назад с сильными вот этими инопланетными кодами. Нет. Я на этой планете уже хорошенько заземлился. Хотел сказать обрусел, но я не обрусел, я бы сказал, оземлился. Оземлился здесь, но в прошлом много у меня инопланетных кодов, прям много. У меня были инопланетные жизни вообще максимально отбитые, там и разные, и хорошие, и плохие, много разных. Это раз. Плюс два, у меня много веков тяга к исследованию. И я у меня такая специфика архитектуры. Я могу хорошо сцепить энергию, и эту энергию я могу ее провести, протранслировать и объяснить понятным языком. И набираю, приношу. У меня и в этой жизни я набираю много разной энергии, ее трансформирую через себя, в основном в определенном спектре, это вообще в целом мое предназначение, и провожу на аудиторию с помощью видео, с помощью книг, сейчас у меня книга в Эксмо делается, кстати говоря, по высшему я, с помощью чего-то еще, с помощью моих текстов и прочее. И я делал абсолютно это же самое и в посмертии. Я просто ходил по другим мирам, по другим планетам, там прям экспедиции были. Это не просто так, а давай-ка мы слетаем. И даже для меня это не просто так. То есть там прям экспедиция, она прям готовится, потом у тебя открывается выход. Если, опять же, тебе интересно, я тебе опишу этот процесс, как именно это делается. Потом ты совершаешь непосредственно сам переход. Рассказывай сразу. Рассказывай сразу. Конечно. Ну, хорошо. Самое интересное, на мой взгляд, это выйти из этого мира. Выйти, потому что, опять же, как мы с тобой уже говорили, да, выйти-то не так-то и просто. Давай с тобой разберем на конкретном примере. То есть, да, организуется экспедиция в какой-то там мир, в какое-то иное пространство, чтобы получить оттуда в основном информацию, чтобы ее оттуда стянуть, перетащить вот сюда и переработать, переосмыслить и использовать в позитивном ключе в нашем мире. Как это делается? Для начала ты прямо четко осознаешь, куда тебе ехать, что ты там будешь делать. Еще раз. Это происходит в посмертном мире. Мы сейчас обсуждаем только посмертные миры. Все остальное назначаются потом. Отдельные души. Да, назначаются кто отдельные пойдет души. условно в экспедицию. Да, кто пойдет в экспедицию. Их есть руководитель экспедиции, у них есть помощник руководителя и так далее. Вот в прямом смысле слова. Все как обычно, да. Несколько руководителей, которые друг дружку поддерживают. Это важно. После этого простраивается коридор. Прям простраивается особыми ребятами, которые занимаются этой темой, простраивается коридор между этими мирами. Это не просто мы все, выходим за пределы посмертных миров Земли, а дальше лети куда хочешь. Нет, там прям коридор. То есть у тебя условно от А до Б. Это как билет на самолет. Ты условно купил билет на самолет из Москвы до Бали, он полетит на Бали, а не в Америку. Ты там можешь, конечно, подойти к пилоту и сказать, давай, двигай в Лос-Анджелес, да, но, скорее всего, нет. Давай докопаюсь здесь, да, ты просто описываешь, я потихоньку начинаю это тоже ощущать. Да. То есть правильно ли я вижу, что это как прям, что значит коридор создают? То есть они прям пространственно-временной я не знаю, как правильно это назвать, континуум или некий как-то... коридор. Да, то есть они его начинают искажать определенным образом. Я никогда не работал именно на простраивании коридоров. Это нужны специально обученные души, которые занимаются только этим. Я ходил по этим коридорам. По коридорам ходил. Но коридоры не строил. Нет. И дальше у тебя прям... То есть это для тебя изнутри это ощущение некого перехода светящегося. И ты прям в него, и ты уже через некоторое время там. Все. Портал такой. То есть, условная телепортация такая, в какой-то степени. Но ты при этом чувствуешь некий процесс перехода, ты чувствуешь, это прям на 1000%, ты прям чувствуешь этот процесс. Плюс в некоторых мирах ты можешь так переместиться, в другие миры просто так ты не переместишься, потому что тебе там нужна некая оболочка на той стороне. То есть тебе вначале простраивают, как некий скафандр такой, да, и ты перемещаешься по этому коридору и оказываешься на той стороне уже
ну, как бы в этой оболочке. Ты знаешь, В том астрале все в том равно. То есть мы астрале. сейчас Это не про говорим астрал. про Нет, мы воплощение. говорим только про посмертный мир сейчас. И даже в Вообще. каком-то другом посмертном мире тебе нужна оболочка. Если астрал сильно отличается по частотам от того, с Интересно. которого ты переходишь отсюда. То есть ты не можешь в своих тонких телах, да, туда зайти. Ну, условно, ты можешь, но это будет неестественно, это будет Мгм. опасно, даже, может, в какой-то степени для этих тонких тел, потому что тонкие тела тоже можно травмировать. Я знаю. В определенных местах их тоже можно травмировать. На самом деле, когда я это понял, ну, для меня это было даже такой некий, знаешь, такой типа, о, Мгм. интересно. Ну, мы там не идеальные абсолютно, Да, как может да, оказаться, да. что где-то там в посмертии это Ты вообще можешь, идеальный мир без да, проблем, там свои проблемы, своих, да, заморочки. ты можешь травмировать их, поэтому нужна определенная защита для этого. Она выстраивается, и ты, собственно, делаешь переход уже потом. Но это именно если ты летишь совсем в иные астральные пространства. Чаще всего, обычно первые экспедиции, особенно новички, они едут куда-то там во что-то похожее. Совсем в другое, это, ну, ты должен быть опытный. То есть ты все равно, понимаешь, как этот костюм, он как бы с тобой живет. Ты с ним практически единое целое. Ты можешь его подстраивать, ты можешь как-то там что-то менять, что-то добавлять, что-то вот в этом духе. Мне сейчас в подробностях, на самом деле, вспомнить довольно сложно. Мгм. И так, я когда этот текст писал, я его там месяц вытаскивал оттуда, перепроверял, чтобы не включался ум, опять заходил, обнулялся, перепроверял, заходил, обнулялся. Ну и, в общем, в итоге ты оказываешься в других мирах. Другие миры бывают очень разные. Очень разные. То есть то, что я смог вытащить оттуда, во-первых, это интересно, да, ведь тебе? Конечно, конечно, Хорошо. наконец-то самое Наконец-то самое интересное. интересное. Что ты там увидел, да, то есть что Слушай, помнишь? я был всегда, меня всегда тянуло в умершие миры, То есть разрушенные, в да? разрушенные миры, потому что Может, потому что ты там жил когда-то? в этих нет. В Нет. этих нет. Я, кстати, практически, по-моему, и не путешествовал по тем мирам, где я жил. То есть это всегда были какие-то новые, но уже разрушенные. Понимаешь, в чем дело? У меня цель была оттуда знания получить. Когда там еще происходят процессы, у тебя нету как бы законченной картины, что ли, полностью. Если мир уже завершился, и он свернут, он похож на библиотеку. Как бы, знаешь, ты вот условно как бы на библиотеку с некой законченными знаниями. Ты вот туда вот можешь Как прийти архив и такой. увидеть полностью весь путь, всю картину, тебе никто не мешает. Тебе там не нужно какие-то там разбираться там с какими-то местными ребятами, еще там что-то. У тебя вот уже все, готовая, завершенная картина, как некая Мне, информационная знаешь, база сейчас данных. приходит как какой-то вот, когда, ну, врачи или ученые какие-то, вот они что-то исследуют, и они исследовали, что-то записывали, вели какую-то базу данных, да, и все, исследование завершилось, и вот эта картотека условно по какой-то этому степени, да. В какой-то степени, эксперименту, да. вот как ты говоришь. Я даже, возможно, значит, у меня сегодня тянет на какие-то странные примеры, Давай. но вот изначально, когда только-только развивалась фармакология, развивалась вообще анатомия, на ком исследовали все это? На трупах. То есть на мертвых людях. То есть как бы ты можешь на мертвом человеке изучить все, что хочешь. Ну, не все, но многое, многое. да. Гораздо легче, чем на живом. И как-то гуманнее, как будто бы, да, тоже. Это же самое касается и мира. Ты на умершем мире, на завершившемся мире, он не то чтобы умершем, он завершившийся, все. Он причем, кстати, ощущается как будто свернутый, то есть вот такие миры, они в астрале как-то вот так вот закольцовываются, и все, и то есть там оно как-то по кругу вот эта энергия Ну, то есть ходит, энергия от них не уходит. она не уходит никуда, все, это прям конец. Вокруг, да, тоже так вижу. Ты можешь там изучать, исследовать, смотреть. Даже иногда мы спускались на планету, на саму прям физический слой. Это следующий как бы шаг. То есть ты можешь Воплощение. из астрального мира, из астрального поля спуститься на физическое проявление, как бы уплотниться в физику. Но не родиться. Не родиться, нет. То есть Так, а в чем уплотниться. разница? То есть ты родился, то ты прям родился там. А То есть как там что должна значит быть мама, папа. уплотнился и... Уплотнился, вот ты условно, вот представь, например, там, не знаю, ну Марс, к примеру, да, ты в астральном пласте Марса висишь, а потом ты хочешь реально посмотреть, как выглядит мир, плотный мир, Всё, поняла. сам Марс. Ты уплотняешься именно в физику, ты уходишь из астрала, ты как бы уплотняешься больше вот сюда в физическое Но пространство. условно, если бы перевести это на язык нашей, да, планеты, вот как у нас есть, допустим, тут какие-то духи, да,
Ну, там Ну, те же как будто самые бы они становятся сущности. видимыми, да, в этом Прям мире. видимыми они Ну, становятся. если они прям настолько уплотняются, они Потому что могут я стать увидела это видимыми, так, да. например, что вот мы сейчас сидим здесь, у нас есть с тобой здесь также астрал, как и Да, обычно. да. И здесь есть те, кто те и то и так далее, да, что живет здесь регулярно, всегда и так далее. Ну, То да. есть это их мир. В Но низшем астрале, так называемом. ну Ну, да, как бы в близкий к нам, плотном который. астрале, да. Но мы с ними не взаимодействуем. И они особо нас, как бы не трогают. Они здесь Да, тусуются, но. так тоже можно, так Вот. тоже И можно. это не окончательно. А и бывает такое, что кто-то прям плотно заходит, какая-нибудь сучка, например, и Ты прям её начинает прям тебя там чувствуешь. дергать, Да, тебя там где-нибудь что-то. так То есть тоже она можно. прям Прям уплотнилась, уплотнилось. получается. Вот это Можно ты это имеешь Я в про виду, это да? говорю, да. То есть ты Мгм. можешь уплотниться в определенных мирах, в определенных ситуациях, То есть ты в не определенных становишься местах. физическим прям, ты не обретаешь тело там, Нет, нет. но ты сможешь уже Более взаимодействовать. плотно взаимодействовать с Всё, физическим поняла. пластом, видеть его, да. Причем не во всех местах. Я говорю, параллельно подгружаю, то есть в некоторых местах можно, в некоторых местах А нельзя. где ты был вообще? Расскажи, в каких мирах? Слушай, они у меня, если честно, все слились в одно такое, в большое такое, знаешь, большое такое Мгм. звено этих миров. Разрушенные цивилизации, разрушенные миры, которые закончились, причем многие из них были высоко развитые. Ну, они уже больше не возродятся. Там либо будет перезапуск, что-то еще. В некоторых, кстати, может быть перезапуск. Но в основном это все выглядело как пустыня. И ты условно набирал там знаний о том, Я как набирал сложилось знаний о том, как это. сложилась эта цивилизация, и самое главное, почему она рухнула. Мгм. Почему она рухнула? Потому что, опять же, это очень полезные знания Конечно, такую работу над для ошибками. архитекторов нашей планеты тоже, которые же на самом деле, мы с тобой много раз про это говорили, да, что наши архитекторы не хотят допустить крушения этого мира. Они не хотят. Они всеми силами делают, чтобы эксперимент, как бы мир этот продолжался, да. Но, опять же таки, это техническая настройка. Как свернуть, как завернуть, как запустить, какую ветку пропустить, чтобы она продолжалась, а какую уже нужно сворачивать, чтобы она не привела к катастрофе. Это все, по сути, в том числе результат ошибок других цивилизаций, которые завершились. Поэтому вот у меня была такая вот миссия, я набирал, и поэтому я, возможно, и там ратовал за отсутствие конца света. И здесь я во всех видео тоже Ну говорю, да, что типа да. конца света не будет. Это основная, на самом деле, вообще аудитория, куда я ходил этих самых миров, и меня, на самом деле, в этот раз и в этой жизни очень тянет. Например, знаешь, если вот там в каких-то в играх в космических, я помню там, когда мы были молодые, шучу. Я играл во всякие космические игры, и мне больше всего, я любил исследовать другие миры, и именно вот заброшенные другие миры, что вообще никого не было. Вообще никого не было. Только, знаешь, какие-то там полуразваленные руины остались, и в этом есть какая-то романтика. Ну, у каждого свое здесь, да. У У меня вот с каждого животными своё. такая С история, животными. у тебя вот с этими разрушенными мирами. Мы же все Разрушенные миры. равно тянемся сюда, Тянемся, какие-то да-да-да. основные характеристики нашего духа всегда Да, есть какое-то да. отражение Да-да-да. здесь. Это была вот часть миров, да. Другая часть миров была связана, знаешь, с чем? Она была связана это были живые миры, Мгм. просто с получением какой-то узкопрофильной информации, о чем бы то ни Например, было. вот есть что-то, помнишь? Ты знаешь как? Оттуда оно выглядит как будто бы ты берешь некий материал, Мгм. информационный материал, по строительству что-то было. Железно было, потому что я помню прям большущие города, какие-то высокие, такие, знаешь, рвущиеся прям к Прям по небесам. физическому строительству М, домов ты имеешь в виду? Нет, Или сейчас строительству реальности? по строительству реальности больше. Мгм. Физическое строение домов это Ну, ты такой следствие. говоришь, Это типа следствие. здание. Нет. Я прям вот вижу вот такие высокие, мне прям вот высокие такие, прям высокие вверх города, такие зеленые, красивые, такие белые, прям красивые белые города с каким-то с большим количеством зелени, какие-то космические станции, что-то там было намешано куча всего. И вот как бы интересно было, как они простроили это, как они поддерживают это. Там же, понимаешь, в чем дело? Много других миров, они энергетические миры, они не физические. То есть там есть и физика, но там очень много энергии. Вот я буквально недавно снимал с одной звездной душой видео. Она мне говорила про то, что она жила в мире, где можно было звуком рисовать. Именно физически Звуковых жила. миров, да, много. Звуком рисовать. То есть ты можешь звуком рисовать. Вот в таких мирах я тоже был. Мы тоже смотрели, как они дошли до этого. Были путешествия в далекие галактики. То есть, смотри, в основном
в основном. 99% на самом деле всех вот этих вот путешествий совершается на ближайшие планеты. То есть не на планеты, на ближайшие там звездные какие-то скопления, все равно в нашей галактике. Мне кажется, это и логично, если честно, потому Оно что все близко. равно ты же сюда будешь стягивать не что-то, что абсолютно иное. Абсолютно иное, Смысл да. тянуть звуковую, как звуком рисовать, Как если звуком мы тут в рисовать. средневековье, Тут блин, в сидим. средневековье сидим и, да, и пытаемся понять, как Да. вообще не погибнуть от Да. какой-нибудь чумы или оспы, что-то в этом От духе. паразитов. От паразитов. Хорошо. И Это... люди в теме поняли, почему ты смеялась, да? Так, возвращаемся. Возвращайся. Значит, это были твои воспоминания именно из посмертных твоих экспедиций. То есть, если так суммировать, Да. то в посмертии определенные души, да, кто на такую работу бывает призван. Кстати, про работу, на которую души бывают призваны, мы с Лерой Некрасовой, с которой Данила ведет свой блог. Много исследований они делают совместно. Мы сняли просто потрясающее видео, оно уже вышло, поэтому посмотрите, будет здесь обложка. Это были твои посмертные воспоминания, где душ направляют на определенную работу, да, что иди, делай вот это задание такое-то, задание такое-то, для того, чтобы там найти определенную информацию, стянуть ее, отдать архитекторам там или кому-то другому для использования, уже внедрения в нашу планету. Да. Если теперь мы говорим про другие галактики, у меня был физический контакт с другими галактиками. После этого это мы отдельно расскажем чуть позже. После этого я понял, что это был на самом деле не мой первый контакт. У меня были контакты с другими галактиками, конкретно с Андромедой. Проблема в том, что там вообще все другое. Это тоже для меня было абсолютным шоком, вот отсюда, то есть отсюда, да, из этой жизни, узнать, что, в общем-то, там все совсем по-другому. Другие галактики, они, знаешь, они даже выстроены не так, как наша. Как будто каждая галактика имеет некое свое сознание, то есть оно как некое такое существо единое, в чем-то похожее. Ну, условно, там, не знаю, там вот плеядинцы те же самые, или там арктурианцы, да, которые здесь. Ну, это высокие души, светлые души, чистые души, но их миры, они все равно, они в какой-то степени похожи на нашу Землю. Это просто как будто, знаешь, типа там Земля на максималках, как говорится, да? Да. А в Андромеде там коды совсем другие, то есть там совсем, там прям совсем все другое. Мне очень сложно это описывать, опять же, здесь человеческим языком. Когда я прикоснулся в жизни, вживую, отсюда, мы расскажем про это обязательно, это вот я не могу про это не рассказать. Там был абсолютно фантастический опыт, но в том числе я понял, что это не мой первый опыт. Вот по смерти у меня были экспедиции в Андромеду, но это прям долгие экспедиции. Они долго готовятся, долго простраиваются. И как будто ты там все равно не можешь сильно долго задерживаться. Ты как-то приходишь, все, что нужно, получаешь и уходишь. Там была какая-то идея какого-то межзвездного уже опыта, уже межгалактического опыта, потому что, видишь, как бы тебе описать, опять же, это может прозвучать абсолютно шизофренично, но у меня такое ощущение, что как бы, как это сказать-то, те ребята, которые нанимают вот этих исследователей иных как бы планет, миров, это не обязательно наши кураторы земные, но это могут быть и, например, там какие-то такие более высокостоящие наши галактические чины, которые хотят взаимодействовать с другими галактиками, которые хотят почему они что-то посылают вытащить. наших? Они всех посылают, кто может. Я реально очень много ходил по другим планетам. Я там был. Не часто. Не часто. Я прям по ощущениям, это было такая, знаешь, некая как награда, что ли, даже в какой-то степени. Типа, как интересно поучаствовать в таком эксперименте. То есть, смотри, это очень важно понять, да? Когда мы в посмертии, мы не совсем высшим я. Мы уже с тобой про это говорили, да? То есть и для зрителей. Высшее я – это прям очень высокая наша часть, она многомерная. В посмертии только условно как бы одна из мерностей очень земных. Там остаются эмоции, там остаются какие-то, знаешь, там типа, о, как бы круто, давайте поисследуем. То есть там остается некий заряд, некий запал, иначе у тебя просто никаких желаний приходить на планету не будет. Ну, хотя, однако же, высшее я тоже хочет. Безусловно, приходить. но оно уже немножко по-другому хочет. Мы с тобой это как-нибудь отдельно обсудим. Оно уже не хочет в плане, что вот там, давайте, типа, работать. Там не совсем, там уже это прям совсем другая история, потому что когда ты поднимаешься по-настоящему на высшее я, то есть там уже все есть одно есть все. Ну, это уже практически это уже такие абсолютизированные уровни высшего я, да. И там нету как таковых желаний, что давайте туда-сюда. Там есть импульсы, как будто бы вот сейчас
это будет для какого-то общего баланса, структуры, это будет правильно. Как бы направить свой импульс, свое внимание вот сюда, вот в это местное высшее я. Местное высшее я уже там само решает, что ему делать, куда ему стремиться. А наше местное высшее я, да, оно получает опыт, оно получает разные какие-то там идеи, разные путешествия туда и сюда, да. Хорошо, и вот если про посмертный мир, когда ты там путешествовал на Андромеду или на какие-то другие миры, что ты помнишь оттуда? Из Андромеды практически ничего, скажу честно, то есть я не буду тут придумывать, я практически ничего не помню. Если я помню по нашим мирам, еще помню, по Андромеде практически ничего. Я помню вот, что это было долго, мы готовили очень долго, что там совсем другие энергии и вибрации, что там участвовали как будто бы, это прям какая-то коллаборация была с более высокостоящими чинами в нашей галактике. У них какие-то свои собственные инструменты были. Я помню, что там было совсем отличалось от тех путешествий, которые были, когда мы их совершали. Я помню некое восхищение от их работы и от самой Андромеды. И помню кучу энергий каких-то очень необычных, с которыми мы что-то делали. Это все, что я могу рассказать по Андромеде. Но это интересно все равно и честно. Это да, да. Так, хорошо. А что с этой жизнью? Как ты умудрился попасть на Андромеду? И вообще, как, что значит попал? Расскажи. Если мы теперь плавно переходим от посмертных путешествий в наши земные контакты, то здесь нужно рассказать небольшое вступление. В последние годы появилось большое количество ченнелеров, которые выходят на контакт со всеми, с кем только можно. Мне всегда эта идея казалась немножко странной. Да, и мне. Что меня смущало всегда, вот ты, кстати, тоже скажи свое мнение. Меня всегда напрягало, возможно, я тебе даже в каком-то из наших видео это говорила, что все описывают вот эту информацию просто под копирку. Под копирку, да. Что Там, даже непонятно. Здравствуйте, возлюбленные мои, да? Ну, вот это не, я не про это, а вот я про то, что условно даже есть вот эти какие-то ближайшие истории, там Андромеда, Сириус, там что-то еще и так далее. Андромеда это не ближайшие. Ну, я имею в виду, даже понял, не ближайшие, а вот известный. Нам известен какой-то базис, что есть там вот это, 1, 2, 3, 4, там 5, ну 10 этих каких-то планет или чего-то. Цивилизации, да, вот они. И каждый про одно и то же. Вот эти выглядят вот так, у них такие-то тела, у них такие-то качества, и вот она поехала, и вот как будто бы есть один какой-то учитель, сущность или какой-то архив, да, с которого просто все тянут, да. И нового, чтобы кто-то, хоть один, да, выдающийся практик привнес хоть какую-то новизну, ноль. Просто все вот до цвета глаз, знаешь, один в один. Да. Смотри, в общем, мне это показалось крайне странным на каком-то этапе. И мы прям взялись, собрались, вместе с Лерой, кстати говоря, вот мы с ней сделали исследование, собрались и посмотрели. И вот что интересно. Вот опять же, я хочу сейчас на тебе, так сказать, проэкспериментировать. Представь, что ты выходишь на контакт с плеядинцами. Вот отсюда. Отсюда. Все, мы в плане посмертных миров мы разобрались, все здорово. Теперь давай переходим к физическим мирам. Вот ты выходишь на контакт с плеядинцами. Я как только начинаю настраиваться, я вижу такой шквал желающих заявить, что они плеядинцы, вот эти. Понимаешь? Хоть отбивайся просто. Отбивайся от плеядинцев. Мухобойками, да. Мы прям настраивались. Это был долгий эксперимент, опять же, и Лера работала, я работал. Понимаешь, в чем дело? Это прям крайне интересная информация. Про это, мне кажется, никто еще не говорил в открытую. Как будто бы плеядинцы и вообще все вот эти вот цивилизации — это как некие информационные базы. Информационные архивы, которые висят в астральном плане Земли. Именно Земли, потому что когда я настраиваюсь на плеядинцев отсюда, вот как бы вот просто, настоящих. Вот так вот, на настоящих, да, у меня все равно такое ощущение, что я прохожу как бы через некий фильтр земной астрального плана. То есть, грубо говоря, это некий ретранслятор, который висит здесь, и ты подключаешься к базе данных, именно вот к базе данных вот сюда. Потому что я прям вот просматривал даже некоторых ченнелеров. Но нет у них ощущения, что у них прям вот прямой контакт, типа вот он, а вот плеядинец. И между ними прям вот ветвь, прям такая ниточка прямая. Нет там такого. То есть там импульс идет, упирается в некую базу. Да, в этой базе есть реально инопланетные коды. Инопланетный материал там есть. Но база земная. И я когда даже вот читаю книги по тем же плеядинцам, арктурианцам, там база земная. По ним, по всем, у всех база, у плеядинцев, у арктурианцев, она земная. Мог все равно вот отбиться от вот этого ощущения, что как будто бы это не совсем инопланетяне.
Как будто это не прям чистый канал, некий, как вот Лера назвала это, да, грубо говоря, как, знаешь, как искусственный интеллект. Ты, по Мгм. сути, вот выходишь на контакт с искусственным интеллектом, и он тебе оттуда начинает вещать. Отчасти этим можно объяснить, что оно под копирку, потому что там это как некий такой общий плейдинский движок Ну, ты такой говорю, архив местный. какой-то просто. Архив данных. Как к книжке ты Но там подключился. есть, там есть глубокая инопланетная информация. То есть там, это, знаешь, на что похоже? На то, что ребята, в том числе вот такие, как я, из других миров притащили определенные энергии инопланетные, и на основе их сделали информационные базы. Потому что, опять же, наш мир, он готовится открываться. Он готовится открываться. О, то есть вот он не будет скоро закрытым. Да, но его медленно начинают готовить к этому. То То есть вот, к можно примеру, будет умереть здесь и воплотиться наконец-то на да, другой можно будет планете. умереть на другой Ура, планете. Ура! ребята, все, кто ждал. Проблема в том, что, опять же, это нельзя сделать быстро, нужно его готовить, в том числе готовить астральный пласт. И вот эти вот коды информационные, да, информационные коды, информационные базы данных посмертные, их, чтобы чтобы ты не просто условно там вот был мир закрытый, внезапно бах, стал открытый, да, чтобы вот такого вот не было, чтобы была некая плавность перехода. Для этого начинают готовить вот в том числе вот такими информационными базами данных. Потому что, видишь, ты чисто физически без вот этого вот буфера не состыкуешься сейчас с инопланетянами. То есть ты имеешь в даже- виду, если нет вообще никакой информации, да, Да, даже вот таких потихонечку баз данных, готовят. то вообще никак это Ну, невозможно. это сложно. Вот сейчас готовят, стали вот вводить базы данных, стали обучать ребят, как прикасаться к этим базам данных, как с ними взаимодействовать, как получать информацию. И там реально, с одной стороны, это реально информация об инопланетных мирах, это правда. Но с другой стороны, как бы это не напрямую контакт с инопланетными мирами, это все равно с вот этими базами данных. Опять же, вот я хотел с тобой сделать эксперимент. Вот сейчас, вот прям вот попробуй настроиться в чистую на плеядинцев, прям вот на настоящих плеядинцев. Они Почему обычно на как... плеядинцев? Ну, они самые... Плеядианцев. Не, я имею в виду, Плеядианцы, что в да. смысле, почему именно на них-то? Ну, они сейчас самые распространенные. И, кстати, М. довольно... У них одна из самых Они чистых очень баз. близкие к нам, мне Они близкие, кажется. они Они вообще близкие. почти такие же, как мы. Да, ну вот настройся на них, но только смотри. Попробуй это сделать по-настоящему. Получается или нет? То есть вот как будто бы на живых плеядинцев. Ну, надо на высшее я сначала глубже выходить, как я Окей, вижу. хорошо. Что ты меня подставляешь? Не, я просто хочу, чтобы ты... Ну, Нет, я хочу попробовать, да. я Что ты хочу, хочешь? чтобы ты... Ну, давай реально такой эксперимент сделаем на камеру. Это интересно. Даже вот сильно не выходя на высшее я, потому что выходя на высшее я сейчас расскажу про это. Вот сильно не выходя на высшее я, вот как будто отсюда. Ченнелеры же не ходят на высшее я, они пытаются отсюда Ну, добить. канал ченнелинга — это немножко другая история. Другая история, да. У них как бы свои... Ну, хорошо, у них свои каналы простроены. На что я должна ответить? Я хочу, чтобы ты попробовала прикоснуться к плеядинцам. Чтобы Что ты я- мне что описала, именно? что ты чувствуешь. Получается прямой контакт установить, прямой. Слушай, ну мне трудно ответить на вопрос, видишь тебе прямой он или нет. Ну вот, грубо говоря, давай сделаем проще. Ты можешь сейчас настроиться на меня. Ну просто хотя бы так в общих чертах меня ощутить, поле. Чувствуешь, да, довольно прямой контакт, так? Теперь настройся точно вот так же, например, на посмертные миры. Земные посмертные Мгм. миры. Ну тоже довольно прямой контакт, да? А вот теперь попробуй вот так же настроиться на плеядинцев. Там прямой контакт или он проходит через Вот, некий я буфер? прям вот, я вижу, как будто бы, знаешь, идет как будто такой слой, как будто как, не знаю, подушка такая, Мгм. матрас какой-то промежуточный. Мгм. Промежуточный Да, матрас, да, а да. потом уже оттуда куда-то там что-то наверх. И Да. меня в этот матрас как будто... Ну, то есть, как сказать, он плотный. Я подозреваю, что после него будет вот Мгм. контакт вот этот, но меня прям в него И запихивает. чувствуешь, что это довольно астрально-земной это пласт. То есть Это в астрале, это в да, да, астрале да. здесь, в Земле, да. И как будто вот, ну, то есть я настраиваюсь на них условно, на этих плеядианцев, то есть куда-то Через луч, него. да, а я застреваю вот в этом, Да, да. ну, Ну, матрасе. в неком матрасе. Но он несет определенные коды этих плеядинцев. Нет, там 100%, конечно, Он оно несет. есть. Вот. И когда мы это поняли, я скажу честно, я не поверил. Во что именно? Ну, и как бы я искренне верил, что у нас прямой контакт с инопланетным цветом. Я то не есть не поверил. прямой все-таки. Я не поверил, что это вот так. Я перепроверял раз 50, наверное. Никогда в жизни не перепроверял столько всего. Я прям захожу на высшее я
Я тоже вижу этот матрас, я тоже вижу этот серьезно? буфер. Так Да. прям матрас тоже видно? Ну, Такая, как некий буфер слой такой. Ну, такая, да. слой, да. Как Я жировая прямо прослойка какая-то упираюсь в него. такая. Я понимаю, что многие ченнелят именно из архивов, из вот этих вот, которые Это архивы, сделаны. то есть. Ну, грубо Мгм. говоря, то есть ты же чувствуешь, что он с одной стороны земной, а с другой стороны как будто это прям не на 100% земной. То есть там есть некий процент вот этих вот инопланетных баз данных. Чувствуешь это в Но этом? я бы это больше вот как бы я описала, что вот в эту жировую прослойку, Да. условно, туда налили информации и чуть-чуть, энергетической тоже истории. Вот О о плеядинцах. плеядианцах. То есть это как Да. условная книжка Книжка, такая. это, да, именно так. Вот Лера описала один в один, О, как ты сейчас прикольно. Ну всё, говоришь. класс. Ты не видела, да, его Нет. текст? Она прям один в один описала, прям вот так же, что по сути это как некая информационная база данных. И ты выходишь с ней на контакт, она с тобой начинает как искусственный интеллект рассказывать то, что ей уже рассказал, как бы оттуда сверху загрузили. То есть это живая тоже история. Ну, как бы, некая база данных. Вот я назовем просто, это да, так. я понимаю, что у нас все живое, да, Но если она мы как уж будто про это говорим. больше техническая, Она чем... больше Она больше техническая. Вот я и да. удивилась, что ты такое, она начинает рассказывать. Я не вижу, что Она там больше кто-то техническая. начинает Нет, она больше рассказывать. техническая. Ты как будто просто оттуда тянешь информацию, как да, вот да, реально из да, чата да. GPT условно там. Когда я это понял, меня Расстроился, это да? не устроило. Так, Меня это не устроило. подавайте плеядианцев. И тогда я стал думать, как можно обойти эту историю. Обойти ее можно. Правда, после того, как я рассказал про это Лере, она сказала, говорит, что такое не надо делать, типа, можно реально себе навредить Покалечиться, да, пока тонким будешь телам, делать. но при этом она сказала, что хорошо, что, как бы, скорее всего, никто это, типа, кроме тебя не сможет сделать, поэтому... Потому что ты избранный, Данила. можно рассказывать. Нет, потому что я просто 20 лет занимаюсь только Да ладно, этой ладно. практикой. В общем, в чем суть? Вот отсюда ты пытаешься настроиться на этих самых плеядинцев, да? Начинаешь упираться в этот вот слой. А вот теперь представь, что ты выходишь на высшее я, но не на местное высшее я, Мгм. а на то, которое над нашим астральным планом Земли. Помнишь, я описывал вот эти слои высшего я, что там есть условно один из слоев, то есть ты можешь вот там, вот тот слой, где уже начинается вот это все есть одно есть все, вот это вечное, бесконечное. То есть я его назвал в цикле «Мир белых облаков», который как бы над планетой Земля. Если ты вот там, ты даже можешь вот сильно не заходя на этот слой, просто почувствовать его. Чувствуешь? Там этот буфер-то уходит. Конечно, так он выше Он гораздо. выше гораздо. Конечно. И вот оттуда ты можешь проброситься на кого хочешь. И на плеядинцев, и на андромедианцев, и на кого угодно. И вот мы снимали видео как раз с девочкой вот из «Звездных семян». И я решил прямо в прямом эфире прикоснуться к Андромеде. Мы же не ищем легких путей. Зачем нам плеядинцы? Давайте то есть ты сразу это к на Андромеде. видео делал? Да. Серьезно? Я это сделал на видео. Нет, а до этого ты до видео делал это тоже или нет? Нет? То есть ты это сделал первый раз на видео? Я чуть Ого. не отлетел. Вот Прям то, про там что же. ты мне рассказывал. Ну, Да. то есть вот это обалдеть. Ну, Там давай, я чуть не рассказывай. отлетел. Я не буду сейчас делать на видео, потому что Не мне надо, расскажи, хватило опиши. того раза. Я вошел в высшее я прям глубоко, прям чувствую все. То есть над астральный план. Это очень важно. Над астральный высшее я. И после этого как бы я настроился на Андромеду. Она там чувствуется очень легко, прямым потоком. Прямым потоком. Ты настраиваешься на эту Андромеду. Я ощутил ее, когда я настроился на Андромеду, это было что-то огромное количество энергии, огромное, неземных. Там не было вообще ни доли земных энергий. Разные миры. Кто-то знает про Землю, кто-то не знает. В основном все равно все занимаются своими процессами, своими уроками и прочее. Все равно это как бы все часть Бога. Ну, это все физический проходят. мир, то есть, или он Он, энергетический во-первых, тоже больше? разные. Мгм. Там, опять же, Это как Андромеда, галактика это же целая. галактика. Андромеда, это же целая галактика. Там есть куча разных миров, но первое, что мне бы бросилось в глаза, это вот то, что там много миров, которые сильно выше миров вот здесь, значит, в галактике Млечный Путь, в которой мы живем, раз. Два, много прям энергетических цивилизаций, которые условно рисуют звуком.
Вот такое там прям везде. То есть это прям местный этот Но они не только рисуют звук, они, в принципе, звуковые, правильно я в понимаю? целом и звуковые, и световые, и какие-то волновые. Волновая форма жизни. Вот там прям волновых форм жизни много. Больше, чем в Млечном Пути. Млечный Путь в целом как будто бы по ощущению больше такой у нас, как бы более плотненький. Там прям вот такого полно. С одной стороны, я начал захватывать это. И понимаешь, в чем дело? Когда ты захватываешь, ты же как будто бы присматриваешься, ты начинаешь уплотняться в этот мир. То есть я, по сути, что я сделал? Чтобы не идти через наш мир, я, грубо говоря, совершил подскок вверх до вот этого высокого, высшего я, пробросился к галактике Андромеды и стал как бы спускаться вниз. Интересно. И вот когда я начал присматриваться, меня прям так прошарашило. Когда ты начинаешь присматриваться, у тебя начинает задействоваться уже астральное тело, эфирное тело твое, вот непосредственно здесь, физическое тело, потому что ты по частотам уже съезжаешь с вот этого вечного и бесконечного высшего я. Да, но ты же не телепортируешься вниз. туда. Ты не телепортируешься, нет. Но почему твои тонкие тела тут начинают чувствовать то, что там? Потому что ты все равно начинаешь вибрировать уже больше на частотах астральных, или что-то похожее на астральных. Ты как бы съезжаешь с высшего я, ты все равно съезжаешь немножко ниже. Мне сложно это описать словами. Да, сложно, я понимаю, о чем ты говоришь, я пытаюсь просто для зрителей тоже это описать как-то, да. Тяжело, да. Но то, что я почувствовал, было очень-очень-очень-очень эффектно и ощутимо, как говорится, на собственной шкуре. Хорошо, а что ты почувствовал, ну хотя бы примерно? У меня было ощущение, знаешь, как будто тебя пытаются запихнуть в какой-то костюм, который вообще не твой. Неподходящий, да. Абсолютно. У меня было ощущение, что мне там физически некомфортно, прям совсем. И такого вообще никогда в жизни не было. Было ощущение разрядов. Прям вот разрядов, знаешь, в астральном теле, прям разрядов электрических. Мне потом Лера рассказала, мы с ней обсудили это. Она говорит, что все равно, когда ты, грубо говоря, пробрасываешься даже через высшее я вот туда вниз, там стоят определенные, ретрансляторы, через которые ты проходишь. И эти ретрансляторы, они как бы вообще-то не предназначены для того, чтобы через них ходить в наших астральных телах. И ты можешь получать сильную перегрузку, перенапряжение и прочее, прочее. Это прям реально, это прям ощущалось именно перегрузкой электрической. Стыковка вот не происходит, мне кажется. Она не происходит вот то, что вообще. Ты сейчас описываешь, это знаешь, как вот у нас есть, например, разные жидкости здесь, да, есть там какая-нибудь ртуть, кислота, еще что-то. Да. Ты можешь одну жидкость, там какой-нибудь предмет взять и погрузить в эту жидкость, в эту, и в принципе будет нормально, то есть оно здесь вообще будет жить, рыбка какая-нибудь там или другой предмет, здесь будет живой, здесь умрет, но продолжит как бы существовать как тело, а в какую-то жидкость ты его помещаешь, и вообще сбой начинается, может растворяться начать или еще что-то. Вот то, что ты описываешь, мне почему-то такая картинка приходит, что астральные тела, да, даже проекция твоих астральных тел там, она не стыкуется, как будто тебя не в ту жидкость условно поместили, и у тебя начинают вот эти какие-то разряды, которые ты описываешь, как будто может, вот почему и Лера, наверное, говорила, что может повредиться, что как будто плавиться может начать или вот как-то искажаться. У меня так голову закружило физически. Причем когда я нахожусь на высшем я же максимально разотождествляюсь с телом, и я чувствую, что телу там вообще, грубо говоря, фигово. Я прям на камеру, я схватился за стул, вот так вот сел, я сижу, я понимаю, что мне нужно досмотреть. Я понимаю, что с одной стороны это реально прямой контакт с Андромедой, без всяких посредников, но он очень физически тяжелый. Я, кстати, почувствовал, что как будто в целом галактика Андромеды удивилась. Вот в целом такое, знаешь, некое коллективное сознание, типа приперся. Интересно. Причем они были рады прям, что То есть ты не контактировал там с какими-то андромедианцами? Нет, это нужно было еще больше уплотняться, я не самоубийца. А это тяжело. Поэтому я после этого я стал возвращаться. И когда я вышел из высшего я, прям вышел уже, все, у меня, знаешь, какое было ощущение первое? Вообще в жизни такого не было. Я подумал, насколько же удобно жить в этом теле, насколько классно в теле. У меня было ощущение, что я собрался прям сюда, прям собрался. И после этого мне дико захотелось пельменей. С мясом? Я вегетарианец, хоть каких пельменей. И после этого мы пошли в кафешку в ближайшую, взяли, знаешь, такую огромную миску равиоли со шпинатом. Типа пельменей итальянских со шпинатом. Заземлиться хотелось. То есть прям максимально плотно. Это мне вообще не свойственно. Никогда не заземляюсь через еду. И вообще к еде отношусь максимально
Просто. То есть как бы есть еда, хорошо, нет еды, ну ладно. Вот это было, да, это было мощно. Я даже сейчас отдаленно такие отголоски уже стал чувствовать. Да, да, я Такие, ощущаю тоже. я такой, типа, пока стоп, ребят. Я потом вечерком, кстати, сходил еще раз. Второй раз было немножко проще, но тоже тяжело. И в целом я понял, что, знаешь как, если не тянуть с собой эфирку астрал, прям совсем не тянуть эфирку астрал, вот То есть с вообще. ними тоже Вот разотождествляться. прям максимально, и только смотреть через высшее я, это как будто будет не супер информативно, то есть ты не сможешь описать такие вот, но как бы некие общие тенденции, общие направления, ну вот это вот чисто высшеявский взгляд, куда это все идет, куда приходят какие-то взаимосвязи, тенденции, направления, потоки, можно будет Интересно, вытащить. кстати, получается, что когда мы что-то вообще просматриваем, да, какие-то темы или другие галактики, неважно что, то мы, получается, все равно все это воспринимаем нашими тонкими телами, ментальным телом, в том числе, там, конечно. да, умом. Если мы что-то смотрим на уровне ментального, то мы воспринимаем ментальным телом. На уровне астрального мы воспринимаем астральным телом, на уровне физического воспринимаем физическим телом. Я имею в виду, что вот если ты отбрасываешь эти все слои тела здесь, да, ну, пытаешься, да, не трогая и вылетаешь их, на высшее, ты остаешься на высшем я, да. то ты не сможешь впитать более точную вот эту информацию, которую по астралу мог бы и по впитать менталу, да, вот этими телами. да, конечно, да, абсолютно верно. А Интересно. когда ты хочешь вот прям выйти физически на контакт с кем-то, тебе по-любому нужно задействовать эфир астрал. А когда задействуешь, то тяжело получается. Ну вот с Андромедой, да, я думаю, с плеядинцами будет проще. Поэтому вот и получается действительно, что мы здесь относительно очень закрыты пока что, и вот такие действительно прямые контакты и переходы на те Очень сложно, планеты практически, да, нереальные. Но вот прямой контакт через высшее я возможен. Вот я на себе Прямой это контакт понял. ты имеешь в виду с каким-то конкретным с другими предельцем? цивилизациями. Пока не знаю, и опять же, я же не тестировал пока еще, можно вот как раз потестировать. Если потестирую, снимем с тобой отдельное видео или текст я запишу. Но как минимум я могу вот четко уже сейчас сказать, через высшее я можно выходить на контакт с другими цивилизациями. И это будет не буфер, не вот это вот не жировая прослойка. Не вот база вот. данных. Это прям прямой будет контакт. Ну, давай такой затронем тему. А зачем вообще это надо вот с другой стороны? Зачем вообще вот надо? Надо ли это людям? У нас тут такой целый выпуск, да, про это. Как-то мне хочется немножко чуть-чуть эту тему заземлить. Вообще, что это дает? Вот эти контакты, давай. что это дало тебе? Что это потенциально может дать кому-то другому? Вообще, стоит ли туда стремиться во все эти контакты, познания и так далее? Давай начнем с того, что в основном, опять же, да, нет дыма без огня. Если человека очень к этому тянет, скорее всего, у него есть те самые звездные коды звездных душ. Обычно тянет вот туда вот вверх в бесконечность, либо тех, кто занимался сам этой темой, вот как я, например, какими-то постоянными исследованиями, и меня прям реально тянет вот туда. У меня с самого детства, я первые рисунки, которые стал рисовать, вот только мне вообще как карандаш выдали, это были звезды, планеты, космонавты. Ну, вернее так, создание в скафандрах. Это даже не космонавты были, это были создания в скафандрах. Это было 3-4 года. У меня все альбомы дома изрисованы звездами, планетами. Моя любимая книжка все детство была энциклопедия для детей «Астрономия». Я читал про вояджеров и так далее. А у тебя какая? Про животных. У меня все энциклопедии про животных. Не то, что одна. Мне на все дни рождения, там Новые года и так далее, все родственники мне дарили энциклопедию про животных. Да? У меня все виды животных, то есть от птиц до каких-нибудь кашелотов, вот, то есть все виды животных, все у меня было, вот такие вот энциклопедии. Ты хорошо разбираешься в животных. Я знаю, ну, сейчас, конечно, я много не помню, но в детстве я знала все виды всех животных, всех насекомых, всех растений. Но в основном животные мне были больше интересны. Но прям все виды. То есть я знала, чем эти птички друг от друга там отличаются, какие где животные. Это вообще... Да. Либо это просто реально звездные души, которые пришли не так давно вот сюда. И знаешь, в чем дело? Опять же, мир плотный. Вот представь, ты жил в высоких мирах, в чистых мирах, сюда пришел, тут какие-то убийства, насилие, обман, ложь там везде кругом, да, тебе прям реально тяжело. Ну, не тебе, кому-то, гипотетическому человеку. И когда у него есть возможность прикоснуться, хотя бы через ченнелинг, да, пусть даже через эту информационную базу данных, а если еще и напрямую зайти, да, через высшее я, у него такое ощущение, что его как будто дом поддерживает. Эти все вещи, они полезны тем, кому они реально нужны. А те, кому они не нужны, они в эту тему и не лезут. Но среди эзотериков много звездных душ и много тех, которые хотят, ну, как бы снова почувствовать вот это дыхание дома. Поэтому как будто бы им это важно ощутить, что их любят, их помнят, что они есть всегда
прямая связь, да, что они тут не просто так, что они здесь с определенной миссией, и тогда им тут жить намного легче. Я прям абсолютно с тобой согласна. Я недавно про это как раз писала, меня там спрашивали, что, мол, что ты так радуешься, что ты здесь заземлилась. У меня просто все больше контакта с телом здесь появляется. И я такая, вау, здорово. Там. Мне кто-то написал, что все хотят отсюда свалить, да, а Алина радуется, что она наконец-то загрузилась. И я объясняла людям, что я вообще прекрасно понимаю тех, кто хочет свалить, и кто думает, что мы в тюрьме там и так далее. Но как я это вижу, что это как раз-таки, когда мы максимально уходим в ум, когда мы максимально далеко уходим от своих помощников, от своих кураторов, от своего высшего я, вот вообще от всех своих слоев, да, от своей там этой звездной семьи и так далее. И вот настолько здесь в уме погрязаем, и просто начинается, прям становится тяжело, реально становится тяжело. И это не шутки, что ой, ты там какой-то, правда, тяжело очень. Особенно вот ты правильно говоришь, что тем, кто недавно пришел, допустим, с других планет, или даже если недавно тоже по какой-то причине потерял вот эту связь, реально, здесь тяжело. Но как только восстанавливается вот этот контакт с чем-то оттуда, да, это вообще, это правда нереальное ощущение. Даже вот, кстати, с астральными, я не знаю, я тебе не рассказывала, наверное, если тебе Лера, может, рассказывала, как она меня там вообще соединила с моей астральной командой. Это настолько... На видео, да? Нет, это было не на видео, это было там наши личные с ней, но на видео тоже мы с ней очень много обсуждали про иерархии, которые у нас в астрале, вообще работники наши, но и вот тоже на видео мы про это говорили, что когда ты соприкасаешься с этими слоями, ты понимаешь, какой огромный мир обеспечивает то, что ты вообще здесь, то, что тебя никто здесь не бросил. Да. Все есть, там и себя там поддерживают. Огромная поддержка у каждого человека, душ-хранитель и так далее. Вот мы как раз это с Лерой разбирали в видео. И то есть, когда ты это понимаешь, а тем более, когда ты со своей соприкасаешься планетой, да, или как-то вот даже просто с энергиями этих планет, вот действительно идет какое-то такое выдыхание, что, я здесь не просто так. То есть, когда ты смотришь из ума на свои старые планеты, да, или там, как их назвать, кажется, что тебя все здесь бросили, скинули куда-то, вообще непонятно куда, ты реально здесь в какой-то ловушке, матрице, и вообще один, про тебя все забыли, начхать на тебя хотели. Да. А когда ты, наоборот, соединяешься с этими вибрациями, с этой энергией, то ты наоборот, вот этот ум уходит, который думает вот эти все плохие вещи, да, и ты наоборот понимаешь, что, меня никто не бросил, со мной всегда эта поддержка, со мной всегда эти энергии. И вот для меня вот это, большая ценность тоже в этих контактах. Да. И когда ты, соответственно, тоже, мне как кажется, когда ты начинаешь эту свою жизнь жить с уже вот таким настроем, да, когда ты, опять же таки, потрогал вот эти свои родные коды, скажем так, да, рядом с ними, даже если подышал, ты все равно здесь уже другой. То есть ты уже расслабляешься чуть-чуть, иначе мыслишь, ум чуть-чуть отпускает. То есть вот это какое-то соприкосновение с более многомерными структурами, оно меняет нашу структуру ума. Да, безусловно, да. Я рада, что ты со мной солидарен. Дорогие мои друзья, я бы хотел сделать небольшой анонс и пригласить всех в январе в льготную группу в очередную 19-го потока. Это предюбилейный поток. Он все еще будет выходить по старым ценам. 20-й поток нам придется цену поднимать. Поэтому, кто хочет успеть в льготную группу с по-настоящему льготной ценой, 19-й поток, январь, буду всех ждать, 6 месяцев будем заниматься плотно контактом с высшим я. А в конце, кто доходит до самого конца, у него есть еще один бонус. Он может ходить безоплатно во все новые льготные группы на протяжении бесконечного количества времени. В том числе, кто захочет продолжить, 2-я ступень, теперь она вот тоже работает. Это и возраст души, это и личность духа, кто ты там, для чего ты здесь, и родственные души, и искра, блоки, проявленность духа, целый ряд сложных практик, которые вынесены во 2-ю ступень. Добро пожаловать в школу, буду всех ждать, январь 26-го года, приходите. Смотри, еще момент, который меня интересует. То, что вот мы сейчас обсуждали, это твои воспоминания из посмертного мира, про который мы еще раз в одном видео очень подробно все рассказывали, как там вообще жизнь происходит. И вот в том мире, когда ты там живешь между воплощениями, ты отправлялся в какие-то экспедиции и вот это все исследовал. И вот у меня такой вопрос, который очень много кого в теме, скажем так, волнует, про такая тема, на которую много споров.
да, про тело света, радужное света и так далее. Потому что как будто бы чуть-чуть противоречит, да, то, что ты говоришь про астральные миры, какие-то экспедиции, там, и что у нас там целая жизнь, и бла-бла-бла, с тем, что как бы транслируют те, кто говорят, что нужно выбраться из майи, выбраться из иллюзии, и вот подсобрать тут все на свете, что можешь собрать, и выйти в тело света. И вот давай чуть-чуть смэтчим эти все такие истории, потому что тело света, тем не менее, древняя и, ну, истинная история. То есть я не буду ее хейтить, что это какой-то бред там или еще что-то, ни в коем случае. Но и то, что ты мне говоришь, так как я еще это все вспоминаю сейчас тоже в процессе этого нахожусь, это тоже истинная история. Давай вот эти две истины как-то постараемся совместить. Оно легко очень совмещается. Наш с тобой общий хороший знакомый недавно вытащил меня в древний индуистский храм. Я вообще не ходил по индуистским храмам. Но ну так да, не твоя история. Получилось, что в последнее время меня стали эти храмы меня звать. Меня вначале позвал эгрегор ислама, меня пригласил, да, и это было уже сколько, 1,5 года назад, то есть я проходил определенное посвящение прямо в него. Он даже мне определенное имя выдал. Но это отдельная история. Это вот для отдельных видео это прям как бы не сегодняшняя не скажешь тема. Свое имя? Для отдельных видео. Так, пишите в комментариях, что нам нужно срочно имя Данилы. Там не совсем имя, там скорее некая энергетическая подпись. Некая такое это не слово человеческое, это как бы некий такой энергетический код. Потом, значит, мы были у Папы Римского, мы прям видели его, он стоял в окне в Риме, в Ватикане. Я получил там определенный свой код уже католический. Я буду переводить все просто на человеческий язык, ты меня поправляй. Давай. То есть ты, находясь там с определенными вибрациями вместе, да, которые под эгрегором ислама, например, или под католическим эгрегором, находясь там непосредственно в пространстве, ты взаимодействовал с этими энергиями, и вы прям как с живым сознанием общались. Смотри, у меня достаточно глобальной миссии в этой жизни. Когда ты выходишь на глобальную духовную миссию, именно глобальная достаточно духовная миссия, то есть нести определенные коды, достаточно высокие, чистые, духовные, на большую, широкую массу людей. А на определенном этапе тебя начинают крупные эгрегоры замечать и начинают с тобой сотрудничать. Потом мы уже с тобой, кстати, и с Лерой вместе, мы съездили вчетвером, мы с Настей, с моей женой, мы съездили, значит, в Троице-Сергиеву Лавру, то есть, да, я когда прошел через ворота, не помню, говорю тебе или нет, у меня было ощущение, что у меня крест прям зажегся. Он прям но ты крещеный. Зажегся. Я крещеный, да. То есть в тебе активировались как бы эти коды. Да. А вот тут меня потянул индуизм. Еще до этого был буддизм. Да, и, кстати, вот в буддийский храм сходил, там как-то все очень быстро Я тебя давно индуизм, запустилось. А вот индуизм, он прям запустился. Меня там так накрыло в этом храме. Я увидел место, где сидели древние монахи, медитировали. И я прям почувствовал, наконец-то, знакомых практиков. У меня было ощущение, что типа я наконец-то своих увидел. Своих нашел, да. Причем сильных своих. То есть, опять же, у меня ребята в школе крутые. У нас сейчас в школе 2000 человек суммарно. Это много. 2000 человек, практикующих высшее я, это много. При всем уважении. Те ребята сильнее. Ну, блин, чуваки в тело света вышли те потенциально, конечно. Ну, не все, но тем не менее, потенциально конечно. там мощность. И причем они там веками медитировали. Я потом уже тех ребят, прочитал... которых я тебе показывала, ну вот, там некоторых учителей, помнишь, мы с тобой многих сканировали, не то. Те посильнее были. Вот как те, которые в этих храмах. Те как будто были посильнее. Они, понимаешь, они всю жизнь занимались вот только этим. Я уже потом ознакомился, я же обычно как. Нормальный человек перед тем, как ехать в храм, он вообще читает, что это за храм. Я все в обратную сторону. Я вначале съездил, откровенно говоря, прифигел, потом стал читать, собственно, что это за храм-то такой был. Гнункави на Бали. Это такая как бы усыпальница королей, так называемая, хотя там нету праха, это некий символ. Там есть внутренний такой дворик, и там в этом внутреннем дворике такая энергия прям прет. И там эти вот монахи Риши, древние отшельники, они сидели прямо и занимались практиками вот в этих вот таких вот углублениях. Я про это, про все узнал потом. Вначале я их просто увидел и понял, что это нечто. Я такого никогда в жизни физически не ощущал. То есть там прям реально, там, знаешь, там ощущение столпа света вверх вот туда. Причем они прям пробили его. Вот в таком месте заходить на высшее я, это просто на раз-два. На самом деле там сделать ретрит-семинар в таком месте по высшему я, там улетит каждый, там, ну, второй, наверное. Я еще с ними повзаимодействовал, еще с ними пообщался.
они поотвечали. Мгм. То есть там они настолько их плотная энергия осталась, как бы я имею в виду в физике, Слепок отразилась. прям такой, Их да? слепок, да, то есть он прям выходит с тобой на контакт. Я там задавал свои вопросы личные, я все понял, и вернувшись домой, меня прям накрыло на неделю, наверное. У меня неделю шла распаковка. Распаковка. В своих прошлых жизней в Индии, коих оказалось бесчисленное количество, еще больше, чем я думал, свои связи с индуизмом, свои связи с буддизмом. Потом пошла информация по телу света, просто Так, ну колоссальное давай, количество. давай, рассказывай. Давай. В общем, смотри, по поводу тела света. Начну с того, что если долго и много заходить на высшее я, и прямо стяжать эту энергию оттуда в тело, либо настолько подготовить тело, чтобы оно само приняло эту энергию. Они причем шли больше как будто снизу. Они готовили тело, они прям готовили его, и когда ты уже доходишь до высшего я, ты условно вот не до каких-то там невысоких слоев, ты прям так хорошенько вот туда вот вверх, и этот прям свет, он прям оттуда прям шарашит вниз. То есть ты, по сути, доходишь до того, что в индуизме называется атманом, да, вот это вот верхняя частица твоя собственная, как бы вот верхний слой твоего высшего я, который уже тождественен брахману. Я потом прям уже и с индуистами пообщался, и с нашим общим другом пообщался по этой теме. Они мне то же самое рассказали, все плюс-минус. То есть и с чатом GPT пообщался. Атман тождественный брахману. То есть, грубо говоря, если есть вот абсолют, и есть определенная вот эта вот верхушка твоего высшего я, которая на уровне абсолюта вибрирует. Вот если ты, по сути, можешь окончательно сместиться в эту самую верхушку, там происходит, как будто взрыв такой на уровне физики. Потому что эта энергия настолько сильная, настолько плотная, она как будто сжигает твое физическое тело, и ты уходишь вот туда, вот Преобразует. преобразует, ты уходишь наверх. Но здесь начинается самое интересное. Так. Я понял и прочувствовал в своей прошлой жизни и в индуизме. Во-первых, я понял, что я видел вот таких ребят, которые уходили в теле света. Они были Это с они нами. тебе все рассказали, Они да? медитировали с нами. Отчасти, как будто некий их слепок. Я сам, кстати, не выходил в теле света, потому что на каком-то этапе я понял, что как будто в этом нет смысла. Блин, ну вот видишь, смотри, здесь Я тоже... сейчас расскажу, Сейчас тебе все почему. запишут, какое у тебя Нет. духовное эго, типа, и Нет, так я расскажу. далее. Да, нет, это не про духовное Я эго. Я же понимаю, чисто я практик. понимаю. Я пообщался со своей женой Настей. У Насти заходы в индуизм еще глубже, чем у меня. Они у нее тоже пошли на распаковку после этого храма. И понимаешь, в чем дело? Она мне в подробностях описала, как ощущается тело света. Вот именно как ты переходишь в теле света. Мы потом сверили вот с нашим общим другом и с этими, и с ребятами там еще. То есть все абсолютно правильно описала. Она вообще никогда в жизни по этой теме ничего не читала. Так вот, она мне рассказала. Она говорит, что у нее был такой опыт. Она уже уходила в теле света отсюда, из этого мира. И ты понимаешь, в чем дело? Ты уходишь отсюда, в теле света, а потом ты живешь в следующей жизни здесь. Вот. В чем, как говорится, Так вот как это смотри, связать? видишь, ты вот там с нашим общим другом наверняка должен был общаться на эту тему, что многие-то транслируют то, что ты выходишь в тело света, и ты выходишь нахрен из этой сансары, Мгм. из всех миров, из Мгм. всех астралов, из всех Мгм. посмертных Мгм. миров, из Мгм. всего, что хочешь. И это правда, ты выходишь. Куда ты выходишь, выходишь? Ты выходишь в Через абсолют. тело света. Ну, через тело света. Тело света — это физическая реакция твоего тела на вот этот поток света, который спускается. Он просто не выдерживает. Ты действительно смещаешься вверх, То есть ты пробрасываешься ты просто в пробрасываешься высшие слои наверх, высшего да, я. высшего я, и сливаешься с абсолютом. Ты А кто-то говорит, можно не сливаться, можно не а можно сливаться, что-то можно другое. сливаться, можно не сливаться, но ты все равно ты пробрасываешься в верхние слои Мгм. высшего я. Опять же, то есть я вот пообщался со своей женой, да, у нее был этот опыт. Она слилась с абсолютом, а теперь она снова здесь. И мне показалась какая-то странная история. Ну, очень И странная тогда история. я решил сделать эксперимент. Я сел в глубокую медитацию высшего я. Да? Мы любим эксперимент. Я хорошо чувствую Настю, я хорошо чувствую ее опыт. Я хорошо помню, опять же, опыт тех ребят, которые со мной жили в индуизме в прошлых жизнях. Я сам ходил на абсолют в этой жизни, да? Хоть чуть-чуть, но я к нему прикасался через высшее я. Я сделал следующее. Я хорошо почувствовал вот этих ребят, этих монахов Риши, что они делали. Я прям вошел в глубокую медитацию высшего. Я прям весь вечер этим делом занимался. Как будто бы смоделировал
смоделировал. Это можно делать в высшем я. Ты можешь как бы моделировать некие процессы, не запуская их в реальность. Я смоделировал уход в теле света. Опять же, я сейчас опишу, возможно, кому-то не понравится то, что я опишу. То есть я сразу приношу, как говорится, извинения, да, если вдруг кому-то что-то это самое. Бездуховное Поправьте, если у вас другая эго, без информация. всего, да. То есть я опишу просто опыт. Я практик. Я в этом плане всегда как практик. Не люблю теорию. Во-первых, что я увидел? Ощущение оргазмической, как бы это странно бы не выглядело, вспышки на уровне тела. То есть это прям реально вспышка, которая прям в каждой клеточке откликается, причем в каждой клеточке. После этого тебя целиком как бы пробрасывает наверх полностью вообще. У тебя нету больше связей вообще там ни с чем там вот внизу. Все. То есть ты в прямом смысле слова растворяешься в абсолюте. Ты прям растворяешься. Так тогда личность твоя исчезает. Ты абсолютно правильно подметила, там есть возможность раствориться вообще в абсолюте и стать этим абсолютом, с одной стороны. А с другой стороны, ты можешь как будто бы сохранить некую частичку личности, но если ты растворишься в абсолюте, как будто бы это более полный, что ли, заход в этот абсолют. И вот теперь самое интересное. Ты действительно остаешься там навеки. Навсегда. Навсегда. Ну, да. Про это говорят. Ну, вот Да, я говорю, это так один и из есть. вариантов. И Да, тогда понимаешь? нет твоей личности. Ну да, там нет И ты уже никуда не личности. Да, рождаешься ты никуда потом. не рождаешься. Да. И вот это самое интересное. Сейчас будет абсолютно мозговыносная история. Абсолют — это такая абсолютно неописуемая ситуация. То есть, знаешь, я вот в этом своем эксперименте я прям прикасаюсь к абсолюту. Я понимаю, что все, я в вечности в нем. Угу. И это продолжается вечность. Да. Бесконечность. Все. И ничего не меняется. Проблема в том, что абсолют, он же растворен во всем. Вообще во всем. Это похоже на гроздь винограда, которая вот условно есть корешок, да, и есть вот эти вот такие, вниз они все уходят. И проблема в том, что абсолют, он вбирает в себя все, и все, что было, и все, что будет, то, чего не может быть, и всю многомерность тоже, и так далее. Да, ты, безусловно, возвращаешься к абсолюту, но это тебе совершенно не мешает в следующей жизни воплощаться здесь, потому что, а вот знаешь, как говорят, просветленные такие прям, которые прям хорошенько засветились в абсолюте, да, что все есть одно есть все. И что, по сути, мы все одни абсолютно, то есть между нами нету разницы, Ну, да. и это очень сложно для понимания. Причем, когда ты находишься на уровне абсолюта, это знаешь, это воспринимается как само собой Ну, разумеющееся. я понимаю, что то Но есть просто здесь кто-то другой воплотился, но это типа это все равно же, ты же. это ты же. Но это ты же, потому что ты есть абсолют. С уровня абсолюта да, а с уровня отсюда твое высшее я имеет, вот мы с тобой сейчас, мы здесь говорим, одновременно в астральном мире мы теперь так плавно ведем, мы связываем эти две концепции друг с дружкой. В астральном мире ты продолжаешь жить, то есть в посмертном мире твоя часть продолжает сейчас что-то делать. Я фоном чувствую, что я сам, моя мерность в посмертии продолжает даже в каких-то экспедициях участвовать. Хотя я здесь, моя часть здесь. Мы с тобой говорили, что луч Да. направлен как бы в разные... Луч направлен внимание. А если подняться чуть выше в тот мир белых облаков, как бы над астральным планом Визивали, там тоже мы присутствуем. Если подняться на уровень Вселенной, мы тоже там присутствуем. Я помнишь, я вот шел по этим всем путям, я на каждом уровне себя видел. Мне Вселенная свернулась, развернулась, я себя видел. Вот, и если вот ты тут выходишь в теле света, то как? Вот это ж ты все это проходишь. Это знаешь, на что похоже? У меня было такое впечатление, что когда я нахожусь в абсолюте и являюсь абсолютом, эти все мои нижние части продолжают проходить свой опыт. Возможно, с тобой здесь кто-то поспорит, кто скажет, а это не тело света, потому что когда тело света, ты все эти части уже в одно соединил и потом куда-то там пошел. Если ты прикоснешься к камню, к вот этому, ты даже в этом камне себя найдешь. Ну да. Он везде. Ты же не можешь вобрать в себя все. Или так, ты можешь вобрать себя, можешь вобрать себя, и тогда ты будешь полностью пребывать в абсолюте. Но при этом все твои части, бесконечные причем, будут продолжать проходить этот опыт. Потому что сам абсолют, он является абсолютом, потому что вот эти все части проходят этот опыт. Если бы все части не проходили опыт, то и абсолюта бы не было. Потому что сам абсолют, он именно абсолютен благодаря всем нам. Да, это такое прям уже трансцендентное. Это очень трансцендентная история. Он вообще, он абсолютен
только потому, что мы с тобой сейчас здесь сидим и разговариваем. Но с другой стороны, если бы его бы не было, и нас бы здесь бы не было. Да. Я сделал прям эту практику глубокую, да, через высшее я. Это было крайне странное ощущение. У меня было ощущение, что я вечно пребываю в абсолюте, являюсь им, но при этом одновременно все мои части внизу продолжают проходить опыт. И на самом деле любая клеточка внизу является тоже мной. И она тоже продолжает проходить опыт. Вот, условно говоря, я сейчас вижу, что Настя одновременно живет в Насте, и одновременно находится в абсолюте наверху. Причем это было в ее именно условном цикле. У меня, например, именно в моем цикле души, в которой я сейчас здесь, как будто бы нету настолько прямых заходов абсолютно. Но если я хотя бы хоть чуть-чуть выхожу за пределы цикла, уже в уровень высшего я, где уже нету цикла, где уже нет прошлого, нет будущего, все вот это все теряет смысл, тогда я тоже начинаю обретать заход на абсолют. А у Насти, например, у нее есть именно в этом цикле какая-то ее часть, которая там висит. Ну, Как-то то есть, да, так. все индивидуально. Как-то так. Так Это вот, нереально хорошо, описать смотри, словами. ну давай, здесь действительно нереально описать словами, ты правильно Да. говоришь, да, ну а если хотя бы сопоставить, что вот как есть у нас эти посмертные миры, где мы там работаем, то Да. все. Ну, это А просто одна из частей нас, одна из одна частей. из ипостасей А этой если- виноградинки. Вот, а если частичка уходит в тело света, то она просто все это проскакивает и Да. не И задерживается там, не задерживается. не идет на работу Да. и так далее. Но это при этом не мешает каким-то частичкам продолжаться оставаться в астральном плане и что-то там решать. Ну давай завершать. Давай. Да, давай. У нас сегодня получился с тобой какой-то такой, мне кажется, довольно отлетевший выпуск. Ну да. Ну вот напишите, вам нравятся такие отлетевшие Да, выпуски напишите, или больше напишите. чего-то хотите земного. Если чего-то хочется земного или вообще любые ваши запросы, любые темы, пишите, что вам интересно. Мы весь контент все равно снимаем под ваши дорогие запросы. Да. Напоследок я хочу пригласить всех в свою льготную группу по высшему я, которая стартует уже в январе. Это, кстати, 19-й поток. У нас летом будет 20-й поток Почти, юбилейный. да, юбилейный. На самом деле, чтобы вот у вас не возникло неправильного восприятия здесь, моя, так сказать, вот эта виноградинка, которая воплощена здесь, она старается сохранять и заходы на очень большую высоту, и при этом сильное заземление здесь в материи. Это 100%, да, подтверждаю. Как бы да, вы можете с помощью высшего я там ходить на вот все, о чем мы говорили сейчас здесь. Но глобально 99% человек приходит для того, чтобы жизнь стала просто счастливее, гармоничнее, умиротвореннее и добрее, решить вопросы там с финансами, с предназначением, со здоровьем, но с чем-то хотя бы просто понять. То есть не в плане там решить, чтобы стать прям супер здоровее, хотя с помощью высшего я ты можешь и здоровее становиться, но просто как бы получить некого внутреннего учителя, который, с помощью которого с некой вот этой трансцендентной частью будет тебя вести по жизни, направлять, как-то подсказывать, что делать, что не делать. И в целом, чтобы чувствовать себя здесь дома. Первое ощущение большинства, кто приходит к высшему я, это вот ощущение возвращения домой. Возвращение Которые домой, многие ищут здесь. которые да. многие ищут здесь. Поэтому, да, в первую очередь, естественно, школа направлена именно на это. Я не учу людей прикасаться к абсолюту. У нас там есть маленькая практика по контакту с Богом, да, но это так, это она так Ну, слушай, чуть-чуть. подожди, в клубе выпускников уже можно Но многое в клубе что делать. выпускников многие что могут делать. Плюс у нас еще есть вторая ступень, так называемая. Там и родственные души, и возраст души, и проявленность духа, и личность духа. Кто ты там? Вот, кстати, кто ты там? Что ты там делаешь? Узнавать, Все, про да, что какая я у тебя сегодня работа говорил, там. это тоже можно, вот уже только на второй ступени после прохождения первой, после сдачи всех этих промежуточных экзаменов и так далее. Они легкие, не Они переживайте. легкие, да. Кому хочется, приходите, да, январь, льготная группа, мы продолжаем держать льготные цены. В июле мы их, наверное, все-таки повысим, потому что у нас сильно выросла инфляция. Я прям, скрипя зубами, немножечко, не сильно, немножечко, но в июле мы повысим. Кто хочет, как говорится, по старым ценам, приходите, пожалуйста. Поэтому успевайте, да, на этот январь. поток. Ну и VIP-секция тоже работает. То есть она всегда работает, всегда открыта, поэтому тоже приходите. Буду всех ждать. Но я хочу добавить, так как я все-таки ученица Данилы, что помимо того, что, безусловно, как ты говоришь, образуется все в твоей жизни, да, базовые какие-то вещи, потому что все-таки, как я это вижу, должна сначала у нас база налаживаться, да, там наше действительно здоровье, финансовое положение, просто какое-то спокойствие и
базовое наслаждение жизнью, да, чтобы оно было, чтобы потом уже на этом ресурсе можно было изучать какие-то гораздо более глубокие, невообразимые, интересные, трансцендентные вещи, да, и другие числе, галактики и так далее. И вот у Данилы действительно через соприкосновение с Высшим Я, через научение его в себе открывать, да, и становясь по факту этим Высшим Я, то оно вот так вот прям очень гармонично по шагам и простраивается все в жизни, что сначала база, потом начинают способности открываться. Это очень В том интересный, числе, да. очень интересный такой, как это сказать, бенефит. И вот оно так шаг за шагом, шаг за шагом. И это практика, у которой нет абсолютно конца. Вот тоже знаю Данилу, да, сколько у него постоянно новых исследований выходит, да. новых изучений. Каждая наша встреча с ним — это какой-то, боже мой, я вот еще что-то вот это узнал. Тем же самым занимаются в клубе выпускников у него, да, вот там ребята, мои сокурсники, где тоже все курсы объединены. Очень теплое, поддерживающее комьюнити. Как Данила говорил, ни одной ругачки не было за всю историю Нет, школы. абсолютно, да. Ни одного конфликта. И еще пожизненное хождение во все новые онлайны. Они же могут ходить. То есть ребята могут завершаться и с новой группой продолжать. Снова, сколько хочешь То есть бесконечный доступ к новым курсам. К новым онлайнам, да. Вау. Ну это вообще здорово. В общем, дорогие, да, я очень рекомендую практика, которая фундамент создает в нашей жизни как для интересных способностей, о которых, я думаю, все на этом канале мечтают, так и для базовой какой-то счастья жизни. Да. Вот. Так что приглашаю вас тоже. Рекомендую. Благодарю.